Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я с уважением приветствую президента Российской Федерации. Я хочу поблагодарить его от имени Венгрии и венгерских людей за то, что он посетил нас. Посещение, визит президента России для нас всегда большая честь. Мы провели длительные, очень успешные переговоры. В центре внимания этих переговоров стоят экономические вопросы. Вы, наверное, знаете, что Венгрия стремится поддерживать прозрачные, хорошие контакты с Россией. Мы это делаем таким образом, что раз в год обсуждаем положение наших дел. Я в прошлом году был в Москве по приглашению господина президента и благодарим, что он прибыл к нам с обратным визитом. Мы заявили, что обещания, данные 2 года тому назад, год тому назад, обе стороны выполнили. Мы подписали документы о региональном сотрудничестве. Венгрия открыла генеральное консульство в Казани, и мы подписали план консультаций на уровне Министерства иностранных дел. Мы благодарим господина президента за то, что были модифицированы наши предыдущие соглашения о поставке газа, и таким образом газ гарантирован для нас до 2021 года. А сегодня мы приняли такое решение, что мы попросим наших сотрудников, чтобы они начали переговоры о поставках газа после 2021 года. Мы отдельно говорили также о сотрудничестве в области атомной энергии. Мы установили, что большую часть преград нам уже удалось устранить. Остается один открытый вопрос, и мы ждем решения Европейского Союза по этому вопросу. Мы уверены в том, что наши соглашения полностью во всем удовлетворяют требованиям Европейского Союза. И мы очень надеемся, что в этом году мы сможем уже начать подготовительные работы, а в 2018 году непосредственно приступить к строительству. Результаты экономического сотрудничества стоит особо ценить, поскольку мы достигли этих результатов в особо трудной международной ситуации. Вы видите, что на континенте, в западной его части, стала очень модной антироссийская политика, и именно в этих условиях нам пришлось защищать свои экономические контакты и что можно сохранять из них. И я с грустью говорю, что несмотря на все наши усилия, к сожалению, в товарообороте между нашими странами мы многое потеряли. Причины вне нас — это 6,5 миллиардов долларов. Это урон, который был нанесен нашим экономикам. И Венгрия продолжает утверждать, что неэкономические проблемы нельзя решать экономическими способами. И не надо переносить другие конфликты на территорию экономики, потому что это нанесет ущерб всем. Именно поэтому мы надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем поприветствовать новые хорошие отношения между Россией и Европейским Союзом. Очень трудно жить, если у нас не будет открытых, плодотворных и интенсивных форм сотрудничества с сильными мира сего. Мы договорились, уважаемые дамы и господа, о том, что многие наши ожидания были реализованы и в области культурно-гуманитарной. Мы договорились об обмене студентами. Венгрия приняла решение о том, что мы будем реконструировать на венгерские средства 4 православных прихода. Уважаемые дамы и господа, я уверен в том, что одним из самых важных результатов нашего сотрудничества является то, что за последние 2 года, соответственно, договоренностям с господином президентом, нам удалось реализовать инвестиции в области пищевой промышленности.
Это для венгерской экономики исключительно важно, и мы хотим с области сельского хозяйства перейти и предоставить возможность инвестиций венгерским предприятиям и в области водного хозяйства. Венгрия имеет технологию мирового уровня, и это будет большим прорывом и с точки зрения внешней торговли между нашими странами. Уважаемые дамы и господа, мы отлично знаем, что в Европейском Союзе ведутся открытые дискуссии по целому ряду внешнеполитических вопросов. Мы их также обсудили, однако с геополитической точки зрения Венгрия и Россия несопоставимы, по этим вопросы относятся в сферу ведомства господина президента. Мы постарались и сохранить и спасти все, что могли из российско-венгерских контактов. И мы, когда мир вернется к хорошей логике сотрудничества, тогда венгерская экономика из хороших позиций будет развиваться дальше на российских рынках. Из этого я могу сделать вывод, что и с экономической, и с экономико-политической точки зрения наши переговоры были успешны, за что я благодарю господина президента. Благодарю вас, господин премьер-министр. Сейчас слово предоставляю Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, прежде всего хочу поблагодарить господина премьер-министра, всех наших венгерских коллег за приглашение и за возможность продолжить сложившуюся практику обмена мнениями на самом высоком уровне. Мы обсудили практически весь комплекс вопросов российско-венгерских отношений. И, конечно, как только что сказал господин премьер-министр, акцент был сделан прежде всего на поддержание, развитие, на поиск сотрудничества в экономической сфере. Мы ценим настрой венгерского руководства на последовательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией. И, безусловно, Венгрия является важным и надежным партнером России в Европе. Между нашими странами налажен регулярный политический диалог, осуществляются тесные контакты на уровне Министерств иностранных дел. Эффективно работает межправительственная комиссия по экономическим вопросам. Сегодня в ходе переговоров мы также уделили первостепенное внимание, как я уже сказал, вопросам экономического взаимодействия. Я присоединяюсь, это объективные данные. К сожалению, за последние 3 года вынуждены констатировать в двухстороннем товарообороте сокращение нашего товарооборота почти вдвое. Отрицательная динамика фиксируется и в сфере инвестиций. В прошлом году взаимные капиталовложения снизились тоже почти в 2 раза. Такое положение дел, разумеется, не может никого устраивать. В этой связи были рассмотрены и намечены конкретные меры по активизации взаимной торговли и инвестиций. Господин премьер-министр только что сказал об одной из таких возможностей. Это о том, чтобы расширить сферу применения этих инвестиций во взаимной пользе в экономиках как России, так и Венгрии. В частности, договорились наращивать совместную работу в сфере энергетики. Большое значение придаем реализуемому «Газпромом» проекту строительства 2 новых энергоблоков на атомной электростанции Пакш. Стоимость, напомню, 12 миллиардов евро. Эта атомная электростанция, как известно, уже давно работает в Венгрии и сейчас уже производит почти 40% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии. Ввод в строй дополнительной мощности позволит удвоить объемы выработки электроэнергии, удовлетворив спрос на электроэнергию, необходимую для запуска новых производств в Венгрии. Будут созданы и качественные новые рабочие места, порядка 10 тысяч. Хорошие перспективы для наращивания сотрудничества имеются и в нефтегазовой сфере. Сегодня значительный объем углеводородов, используемый в Венгрии, поставляется именно из нашей страны. Ну и кроме всего прочего, конечно, Венгрия является надежным звеном в транзите российского топлива в страны Западной Европы. Венгрия успешно участвует в освоении углеводородных запасов на российской территории. Венгерский энергетический концерн МОЛ
разрабатывает нефтяные залежи Западной Сибири России и собирается наращивать объем добычи. В настоящее время уже дочка МОЛа добывает в России 590 тысяч тонн нефти в год. В ходе переговоров мы условились энергичнее укреплять и промышленную кооперацию, в том числе в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Отмечу, что с использованием российских композитных материалов в Венгрии налажен выпуск пассажирских автобусов. На основе наших технологий осуществляется модернизация подвижного состава Будапештского метрополитена. В планах совместное производство и поставки железнодорожных вагонов на рынке третьих стран. Венгерские компании активно работают в российской фармацевтической промышленности и в нашем агропроме. Установлены тесные партнерские связи между всеми 19 венгерскими областями и более чем 50 субъектами Российской Федерации. Мы всячески будем поддерживать это стремление регионов к прямому сотрудничеству. И, как известно, сегодня должна быть утверждена и комплексная программа развития регионального сотрудничества на 2017-2022 годы. Успешно развиваются двухсторонние культурно-гуманитарные связи, расширяются контакты и в сфере образования. Отрадно, что в Венгрии возрождается интерес к изучению русского языка. И мы, конечно, очень благодарны господину премьер-министру, всем нашим венгерским друзьям за то содействие, которое они оказывают и в деле преподавания русского языка, ну и в деле расширения гуманитарных контактов, в том числе и в сфере возрождения и ремонтов, которые проводятся по инициативе венгерского правительства, культовых учреждений, культовых зданий. В ходе переговоров подробно обсуждались и наиболее актуальные вопросы европейской и глобальной повестки дня. Я подробно проинформировал о наших оценках того, что происходит, скажем, на востоке Украины, о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. И здесь, во всяком случае, у нас точно общий подход к тому, что заключается в том, что нам необходимо объединять усилия в борьбе с международным терроризмом. Политическое урегулирование в Сирии и в других ближневосточных странах, скорейшее возвращение всего региона к нормальной жизни будет, безусловно, способствовать и снятию острого миграционного кризиса в Европе в целом. Я очень рассчитываю на то, что мы будем активно взаимодействовать с нашими венгерскими партнерами по всем этим направлениям. И в заключение хочу еще раз поблагодарить венгерских партнеров и господина премьер-министра за радушный прием, за содержательные и продуктивные переговоры. У нас еще намечена вторая часть. Мы сейчас с участием наших министров продолжим эту дискуссию, но уже начало работы в узком составе показывает, что настрой на достижение конкретных договоренностей имеется с обеих сторон. Благодарю вас за внимание. Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok, az M1 hírcsatornától. Orbán Viktor miniszterelnök úrtól kérdezném. Задаю вопрос господину Виктору Орбану. Как вы видите то международное пространство, где Россия и Венгрия может сотрудничать в дальнейшем? Есть ли тут какие-то изменения? Конечно, вместе с национальной гордостью мы должны отдавать себе отчет в том, что Россия и Венгрия движется в разных измерениях. Это касается военных, геополитических, внешнеполитических вопросов. Но я считаю, что самыми лучшими человеческими качествами является то, когда человек знает, где его место, и если человек берет на себя такую роль и ставит перед собой такую цель, которая соответствует весу, размеру и влиянию страны. Поэтому, когда господин президент проинформировал нас о положении в Сирии, мы к миротворческим действиям можем присоединиться только к тем, которые направлены на защиту христианского сообщества, потому что защиту христианских сообществ мы считаем очень важным во всем мире. То есть Венгрия может присоединиться к разрешению международных вопросов даже там, где она главную роль не играет. Очень мы благодарны за информацию господина президента. А что касается
международной арены мы все чувствуем, это как бы висит в воздухе, что в мире происходят очень серьезные изменения. И мы считаем, что те изменения, которые сейчас происходят, они создают более благоприятные условия для европейско-российского, и в том числе и венгеро-российского сотрудничества. Лучше будет, чем было раньше. То есть я с надеждой смотрю на последующие годы, и я думаю, что основным условием европейского мира являются уравновешенные контакты между Россией и Европейским Союзом. Благодарю вас. Следующий вопрос Ориго. Добрый день, я Андраш Ковач из Ориго. Перед переговорами были вести в прессе, что в центре внимания переговоров будут вопросы энергетического характера. Говорили ли вы о том, что Северный поток каким-то образом будет направлен в Венгрию? И о том, что будут ли новые переговоры, связанные с пакским кредитом. Благодарю вас. Что касается последнего вопроса, об этом мы не говорили. Конечно, финансовое положение Венгрии в международном экономическом пространстве улучшилось за последнее время, но у нас есть хорошая договоренность с Россией, мы не хотим ею рисковать. Мы стремимся к ее реализации. Мы ждем, не дождемся, чтобы наконец-то начались строительные работы, потому что это за атомная электростанция, которая все говорят, но никто не видел. Даже лопату первую ямку не вырыли. То есть мы ждем этого. Сейчас пересмотр этого соглашения на повестке дня не стоит. То, что я раньше подписал с господином президентом, это мы хотим реализовать. Что касается поставок газа, мы не можем обойти вопрос, насколько стабильным является поставка газа через Украину. Это является ключевым вопросом. Мы знаем об очень многих неуверенных моментах, поэтому мы всегда ратовали за то, что нужно осуществлять диверсификацию поставок. То, что было бы в интересах Венгрии, Европейский Союз заблокировал. То есть это сейчас находится в каком-то застое. Но мы заинтересованы в том, чтобы это снова вышло на повестку дня. У нас есть мощности и на север, которыми мы сейчас не пользуемся, но если нужно будет, и национальные экономические интересы этого потребуют, тогда мы будем из России покупать газ через север. Я добавлю, если позволите. Два слова добавлю. Мы говорили и о проекте, который, к сожалению, прекратил свое существование, Южный поток, говорили и о Северном потоке. Что касается Северного потока-2, то, конечно, технологическая возможность для Венгрии получать российский газ через Северный поток-2 существует. Через Словакию, через Австрию можно делать. По-разному это можно сделать. Это вполне реализуемый проект. Возможно также и движение российского сырья через Турцию по турецкому потоку. Возможно, и другие варианты. Кстати говоря, мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину. Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и предложение какого-то объема транзита через Украину. Вопрос в диверсификации и в экономической целесообразности всех этих маршрутов. Мы изучаем все возможности. Одно точно можно сказать. Российский газ будет надежно поступать для венгерского рынка. Это 100%. Что касается других составляющих, ну, например, того же самого проекта атомной электростанции Пакш, 12 миллиардов, я сказал, это стоит проект. 80% предполагалось за счет российского кредита. Я господина премьер-министра проинформировал о возможных других вариантах. Мы готовы отфинансировать все 100%, но тогда условия самого соглашения должны быть немножко другими. И здесь тоже возможно все к реализации. Обращаю ваше внимание на то, что
как я уже сказал, это 10 тысяч дополнительных, хорошо оплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест. И это, конечно, повышение надежности и работа на будущее развитие венгерской экономики в целом. Пожалуйста, теперь два вопроса подряд. Российские журналисты. Давайте начнем с газеты «Известия». Здравствуйте, Егор Сазаев-Гурьев, газета «Известия». Вопрос по Украине. Владимир Владимирович, ваша позиция по конфликту на Донбассе известна. Я хотел вас уточнить, на ваш взгляд, почему нынешняя вспышка произошла вот именно вот конкретно сейчас, в этот период? И позвольте, раз мы находимся в Венгрии, спросить у господина Орбана ваше мнение отношения ситуации на Украине, тем более то, что в Закарпатье есть венгерское меньшинство. Как-то вы можете повлиять на Киев, чтобы не было дискриминации и венгерского населения? Спасибо. Что касается сегодняшнего обострения, то мы зафиксировали, что оно началось, позиция действительно наша известна, спровоцировали с украинской стороны. В пятницу на прошлой неделе начались, по сути, боевые действия. В воскресенье украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и продвинулись на территорию, контролируемую ополчением, на 200 метров. В воскресенье они были оттуда выбиты, но почему это происходит сейчас? На мой взгляд, несколько причин. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов, и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Первое. Второе, как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. И больше того, олигархи некоторые с одобрения наверняка политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если так сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией, и тоже через конфликт это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог. Третья причина внутриполитическая. На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства населения. Это тоже достигается задача легче на фоне возобновления какого-то конфликта. Есть еще одно соображение. Я думаю, что сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации Минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения. И этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот, сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять Минские соглашения. Премьер-министр Украины недавно был в Венгрии. Мы провели успешные переговоры, заключили несколько соглашений. Украина была темой наших сегодняшних переговоров, поскольку это наш общий сосед. Венгрия заинтересована в том, чтобы Минские соглашения безоговорочно были выполнены. Мы никакого другого решения не видим. И Венгрия своими скромными средствами делает все возможное для того, чтобы Минские соглашения были выполнены. Я хочу четко сформулировать, что Венгрия заинтересована в том, чтобы Украина была стабильной, успешной страной. И все, что мы в рамках украино-венгерского сотрудничества можем сделать в интересах создания стабильной Украины, мы и сделаем, но исходной точкой является мир. А мир возможен только на основе Минских соглашений. Мы заинтересованы в реализации Минских соглашений, потому что это урегулирует не только положение в этих двух регионах, но это урегулирует и
другие вопросы, например, предоставить демократические права национальным меньшинствам, потому что дискуссии, которые ведутся сейчас в отношении языка обучения в Украине, далеко идут не на благо венгерскому меньшинству. Мы заинтересованы, Венгрия заинтересована в экономически стабильной, процветающей Украине, и все, что в наших силах, мы и предпримем. И заключительный вопрос от российских журналистов. Попрошу ВГТРК. Россия-1. Добрый вечер, меня зовут Павел Зарубин, я представляю телеканал «Россия». И вопрос господину премьер-министру. Хотел бы продолжить очень важную тему энергетики. Хотелось бы услышать от вас чуть больше конкретики. Тема действительно очень важная, действительно очень впечатляющие цифры. Мы знаем, что 75% поставок нефти, 60% поставок газа Венгрия получает из России. Но мы с вами помним, что Венгрия, скажем так, без особого энтузиазма отнеслась к проекту расширения Северного потока, но была заинтересована в реализации Южного потока. Южного потока, как мы с вами знаем, сейчас нет, есть турецкий поток. И вот хотелось бы узнать конкретно, какие сферы, как вы хотите взаимодействовать в этой сфере сейчас. Спасибо. Уважаемый господин президент сказал очень важное предложение, которое я хочу сейчас здесь повторить. Нам важно, чтобы российское сырье в любом случае попало на территорию Венгрии. Об этом мы договорились между собой, господин президент нам это гарантировал. По сравнению с этим все остальные вопросы являются вопросами технического характера. Самое главное, что между нами есть договоренность. Господин президент России дал слово. Венгрия, что бы ни было, получит необходимое сырье, нефть и газ, которые необходимы для функционирования страны. Южный поток был бы в наших интересах, но это вне нашей компетенции. Турецкий поток нас интересует, мы в нем с удовольствием примем участие, если будет такая возможность, мы ею воспользуемся. И газоснабжение северного направления тоже в наших интересах, если из других источников мы не получим газ. Я должен вам сказать, что Венгрия находится в не очень дружелюбном окружении. У нас есть соседи Европейского Союза, мы являемся членами Европейского Союза. Венгрия построила свои мощности в направлении Хорватии и Румынии, откуда мы могли бы получить альтернативные источники. Но ни Хорватия, ни Румыния, то, что, если хотите, Европейский Союз со своей стороны не построила этих мощностей, чтобы мы могли делать реверсные поставки и также получали оттуда. То есть Венгрия с южной стороны находится в заблокированной ситуации. Именно поэтому с точки зрения Венгрии ключевым вопросом является то, что президент Российской Федерации говорит, что каким-либо путем, пусть даже зигзагами, но Венгрия получит необходимый газ и нефть. Это очень важное заявление для нас. Мы с особым уважением благодарим господина президента за это. Диверсификация – это хорошее дело, но если это осуществляем только мы, а другие страны нет, тогда остаются односторонние контакты. Еще раз повторяю, для Венгрии ключевым является договоренность с господином президентом и соглашение, которое мы подписали. Я могу только добавить к тому, что было сказано. Мы действительно сделаем все, чтобы обеспечить поставки в Венгрию. Венгрия надежный, платежеспособный, стабильный партнер. Мы сами заинтересованы в поставках нашего сырья на венгерский рынок. И будем искать любые пути реализовать эти планы. Точно совершенно найдем. Хочу, чтобы было понятно, мы абсолютно деполитизируем эти вопросы. Вопрос чисто экономического характера. Целесообразности, экономической целесообразности прежде всего. Здесь не исключены никакие маршруты. Мы готовы к чему угодно вернуться.
Мы не собираемся обижаться на ту же Болгарию, на какие-то другие страны за то, что они не нашли в себе мужества в свое время противостоять решениям Еврокомиссии. Если готовы вернуться к этому, мы готовы тоже со своей стороны, но нам нужны гарантии. Мы больше не можем и не хотим нести убытки. Наши компании не могут и не будут нести убытки за непросчитанные решения. Вот если мы пойдем вместе по этому пути, в том числе и в диалоге с Брюсселем, ну тогда точно совершенно все будут довольны, и это пойдет на благо развития как двусторонних отношений, так и энергетической безопасности континента в целом. Спасибо.